Привет, ребята! С вами Роман, и вы смотрите канал Видеолепка. Сегодня по вашим просьбам я буду лепить Гарри Поттера и заодно слеплю его сову Буклю. В прошлом видео мы лепили Салли Фейс из одноименной игры. Если вы пропустили это видео, то можете посмотреть. А также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Лепку Гарри я начну с туловища. И как обычно буду использовать мягкую алюминиевую проволоку в качестве каркаса. А пока я буду лепить, я вам расскажу историю этого персонажа. История юного волшебника Гарри Поттера, придуманная английской писательницей Джоан Роулинг, покорила весь мир. Все 7 книг о приключениях необычного школьника в круглых очках были экранизированы. У фильмов о прохождениях Гарри Поттера и его друзей миллионы фанатов по всему миру. Но если бы не случайность, ничего этого бы не было. Первые наброски романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг сделала в 1990 году, когда в ее жизнь вмешался случай. Она скучала в ожидании опаздывающего поезда в Манчестере, и внезапно ее осенила идея о том, какой могла бы быть полная приключений жизнь юного волшебника, не подозревающего о наличии у него магического дара. Но на написание первой книги ушло почти 5 лет. Началом серии романов стала книга «Гарри Поттер и философский камень». Многие издатели отказывались публиковать ее, но в 1995 году Роулинг удалось продать право на публикацию издательству Bloomsbury за символическую плату в 2500 фунтов стерлингов. Еще 2 года у издателей ушло на то, чтобы разработать маркетинговый план, обложку и наконец опубликовать роман. Он внезапно стал таким популярным, что Джоан пришлось ускориться в написании следующих книг. Они стали выходить почти ежегодно. Из 1997 по 2007 годы вышли оставшиеся 6 книг серии. Следующим этапом развития Поттерианы стала продажа прав на экранизацию фильма. Джоан Роулинг решила, что Гарри Поттера и 2 его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер должны играть только английские актеры. Компания Warner Bros., выкупившая права на экранизацию первой серии за 1 миллион фунтов стерлингов, согласилась прописать эти требования в контракте. В результате главными актерами серии фильмов о Гарри Поттере стали Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Все они родились и выросли в Великобритании. Все 7 романов и 8 фильмов, снятые на их основе, повествуют о том, как юный волшебник Гарри Поттер с друзьями учится в школе Хогвартс. Он осваивает основы магии, учит заклинания, но основной его заботой является стремление злого мага Волан-де-Морта к порабощению мира волшебников и чародеев. Фильмы и книги не единственные варианты существования истории о Гарри Поттере в нашем мире. Его имя стало таким популярным, что в игровой индустрии появилась серия компьютерных игр о похождениях волшебников. В США и Великобритании были построены целые парки аттракционов, воспроизводящие обстановку школы Хогвартс. Кроме того, многие бренды одежды, канцелярии и других полезных товаров используют образ Гарри Поттера для продвижения своей продукции. Фанаты просят Джоан Роулинг продолжить серию романов о волшебнике, но писательница остается непреклонной. Она считает, что завершила свою историю о Поттере в январе 2007 года, когда была дописана последняя книга серии под названием «Гарри Поттер и дары смерти». Фильмы про Гарри Поттера сняты по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Каждая из книг повествует об одном годе жизни Гарри, но несмотря на то, что книг 7, фильмов про юного волшебника 8. Первая книга «Гарри Поттер и философский камень». Родители Гарри Поттера умерли 10 лет назад, и он живет с дядей и тетей и кузеном, которые его не очень жалуют. Но вдруг он узнает, что на самом деле он волшебник, а мама и папа погибли не в автокатастрофе, а в жестокой борьбе с могущественным черным магом Волан-де-Мортом. Теперь ему предстоит учиться в школе волшебства Хогвартс, где он впервые сталкивается со своим врагом. Волан-де-Морт существует в виде духа, живущего в одном из учителей школы. Его цель – философский камень, способный вернуть ему настоящую жизнь и подарить бессмертие. Вторая книга – Гарри Поттер и тайная комната. Каждое лето Гарри возвращается домой к Дурслям. Он с нетерпением ждет возвращения в школу, куда, впрочем, попасть ему удается с трудом. Ему мешает домовой эльф Добби, так как Гарри Поттеру грозит смертельная опасность. В Хогвартсе открыта тайная комната.
В результате один за другим впадают в оцепенение ученики полукровки. Комнату способен открыть только наследник Слизерина. С ним Гарри предстоит встретиться. Хотя он еще не знает, что это образ Волан-де-Морта, заключенный в его дневнике. Третья книга «Гарри Поттер и узник Азкабана». Гарри, Гермиона и Рон сталкиваются с новыми проблемами. Должны казнить обитателя леса Клювокрыла, а крестного отца Гарри приговорили к поцелую дементоров. Задача друзей – все исправить, ведь волшебники имеют возможность перемещаться во времени. Четвертая книга «Гарри Поттер и Орден Феникса». Это одна из самых мрачных частей о Гарри Поттере. Хогвартс превратился в мрачное место, где директором теперь является Долорес Амбридж. А это значит, что школа теперь полностью в руках министерства, где под масками работников скрываются пожиратели смерти, а министр магии не верит, что темный лорд вернулся и ничего не предпринимает. Следующая книга «Гарри Поттер и принц Полукровка». Далеко не последнее место в истории Поттера занимает Северус Снег, преподаватель зельеварения. Он всегда любил Лили Поттер, мать Гарри, но его отношение к мальчику было неоднозначным. Неожиданно Гарри узнает, что Снег и есть принц Полукровка, а точнее, что он пожиратель смерти. Шестая книга «Дары смерти». Событий в этой книге настолько много, что по ней снято целых 2 фильма. «Гарри Поттер и Дары смерти», часть 1, и «Гарри Поттер и Дары смерти», часть 2. В первой части друзья только начинают собирать крест-стражи. Акцент сделан на дарах смерти, волшебных артефактах, которые сделают их обладателя самым могущественным волшебником. За ними-то и охотится Волан-де-Морт. А во второй части Гарри, Гермиона и Рон догадываются, во скольких крест-стражах спрятаны части души Темного Лорда, и уничтожают их один за другим. Голова Гарри готова, соединяю ее с туловищем и далее буду лепить его сову буклю. Когда маленький волшебник отправляется в школу, то он может взять с собой одно животное при условии, что это будет крыса, жаба или сова. В первой книге Поттер узнает от Рубиуса Хагрида, что он является волшебником. Дурсли, его единственные родственники, скрывали от него этот факт. В первый же день, когда Гарри с Хагридом закупаются всем необходимым для школы, лесничий решает подарить ему сову на день рождения. Сова Гарри Поттера, имя которой Букля, была полярной. Эта большая белая птица в будущем помогала Гарри Поттеру поддерживать связь с волшебным миром. Интересно то, что в мире волшебников и колдунов сова Гарри Поттера, так же как и другие птицы, всегда знала, как найти своих адресатов.
Итак, ребята, вот такая у меня получилась фигурка Гарри Поттера с совой. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, поддержите канал. Также можете поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Если вы еще не подписаны на наш канал и не хотите пропустить новые видео, то обязательно подписывайтесь и в комментариях можете написать, кого нам еще слепить. Далее, как обычно, будут приветики от моего котика Вилли и фотографии ваших поделок из пластилина. А приветики от меня сегодня получают Типпи Дана, Скар Киллер и Родион Лайф. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи.